Все в жизни основывается, все является какой-либо вибрацией. This is a quotation from Albert Einstein. Есть знаменитая цитата от Альберта Эйнштейна. And if you remember your chemistry class, если вы помните ваши уроки по химии, that you learned that everything is ultimately made of atoms. Вы вспомните, что все в конечном счете существующее создано из атомов. And these atoms are in a constant state of motion. И эти атомы находятся в постоянном движении. Depending on the speed of that motion, и в зависимости от скорости этих движений, the objects appear as solid, некоторые объекты кажутся твердыми, as liquid, какие-то жидкостями, or as gas. И что-то представляется нам газообразными. And by a closer examination, но если мы посмотрим более внимательно, every structure shows itself as a creation of a very, very dynamic process. Мы увидим, что все, что существует, является производной от очень структуры, находящейся в очень динамическом состоянии. For instance, for us humans, solid objects like this microphone, for instance, например, they appear as a solid objects. Например, для нас, для людей, такие предметы, как микрофон, кажутся очень жесткими, очень твердыми объектами. As a static, unchangeable. Как полностью статичными и не меняющимися. But because we are not capable of perceiving the extreme, enormous dynamic within these objects. Но это происходит из-за того, что мы не способны увидеть ту огромную силу, движущуюся силу, которая происходит внутри этих объектов. The dynamic processes are taking place in the atoms and the subatomic particles. Эти динамические силы находятся на уровне атомов и даже субатомном уровне. But if we would possess the magnitude of an electron, for instance, но если бы мы могли увеличить объекты до уровня, где мы можем видеть электроны, then these solid objects will not appear any longer as solid objects. Тогда мы увидели бы, что эти твердые предметы совсем не являются уже твердыми. But we would perceive that they are full of motion. Мы бы увидели, что это на самом деле движущаяся структура, в которой происходят физические процессы на огромной скорости. На самом деле во Вселенной вообще не существует такого понятия, как твердость. Underlying vibration. Твердость создается во Вселенной особыми вибрациями, так скажем. It is explained that vibrations express themselves in corresponding geometrical figures. Говорится, что вибрации складываются в определенные геометрические фигуры. And in this way they build up crystals. И колебания. И таким образом они превращаются в кристаллы. Yeah, in this way they form crystals. Таким образом кристаллы формируются. That are the expressions of vibration. В действительности это внешнее проявление определенных вибраций и частот. Like we find in nature so many interesting patterns. Как, например, в природе мы можем видеть очень много очень удивительных узоров или законов. Color combinations, shapes. Различные цвета, соединения цветов, различные формы. So we understand that the origin of that ultimately are vibrations. Мы должны понять, что в действительности источником этого служат определенные вибрации. Just like we can take an example of spreading a very fine powder on the surface of a drum. Как, например, возьмем, к примеру, если мы берем порошок, очень тонкий порошок, и рассыпаем его по поверхности барабана или мриданги. And then you take a tuning fork. И потом, если вы возьмете
камертон, да. And then you produce a sound, a note, И particular тогда note. вы заставляете его звучать на определенной ноте. And then you will see that the very fine powder begins to vibrate. И тогда вы увидите, что самые тонкие частицы этого порошка начинают вибрировать. And then it forms a particular beautiful pattern. И они располагаются в определенной интересной форме, формируют определенный узор. And then you take another tuning fork with another tune. Потом вы возьмете другой камертон, который настроен на другую ноту, You again strike the tuning fork. снова заставляете его зазвонить. And now the very Зазвучать. fine spread out powder, it will now produce a different pattern. И тогда тончайшие частицы этого порошка, они расположатся совсем другим узором. So here we can see the direct relationship, combination between sound vibration and patterns. Так мы можем увидеть, как происходит взаимосвязь между звуковыми вибрациями и формированием объектов в этом мире. There's an agreement among science, medicine, and metaphysics. Есть взаимопонимание или взаимосогласие между учеными физики, медицине и метафизики в этом отношении. That is, certain frequencies they can prevent disease, or other frequencies they can even destroy disease. Что некоторые частоты или колебания пришли к такому заключению, могут разрушать болезни, могут останавливать болезни и даже их разрушать. The thoughts are also vibration. Thoughts. Мысли также являются вибрациями, It is sound. колебаниями. Это на самом деле звук. Just like we can physically produce a sound when we speak, Как, например, мы, когда говорим, мы производим звуки, or when we sing. или когда мы поем, That's sound. это звук. But thoughts, it is just an internal process of speaking. Но мысли – это внутренний способ разговаривать. It also produces sound, И звук также происходит от этого. different frequencies. Только частоты другие. And again, they begin to influence and attract our surrounding in a particular way, in a particular shape, particular form. И снова эти вибрации начинают менять вокруг нас пространство, превращать вокруг нас материю в определенную форму, в определенном состоянии. Just like one thing always interested me, Как мне все время любопытна одна вещь levitation. – это левитация. I was always a little bit interested in Мне всегда было очень интересна эта тема. how does it really work that yogis in the past, they were able, when they attained what we call Vayu Siddhi, they could levitate. Мне всегда было интересно, как йоги прошлого, когда они достигали состояния, которое называют ваю-ситхи, они могли подниматься в воздух. And I was always thinking, how does it factually work? Мне всегда было интересно, как это работает. Are these just stories? Это что, просто выдумки? Or is it really possible to levitate? Или действительно можно этому научиться? You don't Летать. find this interesting? Вам интересно такие? Нет? Sometimes in dreams we also levitate. We Иногда во fly сне, and take off in dreams. во сне мы так взлетаем и летаем вокруг. You have experience? У вас такое было? Yeah. Sometimes you fly through the Иногда sky. вылетаем. So again, it is based on the same principle. И основа на самом деле этого такая же. By chanting various mantras, Повторяя различные мантры, and when one attains a certain purity state of a mind and consciousness, когда человек достигает определенного чистоты своего состояния и своего сознания, then the vibration, the frequency of the physical body becomes the same as the frequency, vibration of the air. тогда частота или колебания, внутренние колебания тела человека примерно приравниваются к колебаниям воздуха. And then you levitate. И тогда оно взлетает. Very simple. Очень все просто. You just have to change the frequency of your physical body to the frequency of the air, then you fly. Надо просто изменить частоту тела, соединить с частотой воздуха и полетели.
Quantum physics also states Квантовая физика также подтверждает, the entire universe is made of nothing but vibrating strings of energy. что вся Вселенная не что иное, как вибрирующие потоки энергии. And as scientific research also discovered that every part of our body, all the various organs, they vibrate in a particular frequency. И ученые не так давно также открыли, что каждая часть нашего тела, каждый орган работает на определенной своей частоте. When a parts of the body, organs of the body become stressed, Когда какие-то части тела или органы тела находятся под сильным давлением or disease, или возникает болезнь, they no longer vibrate with the same frequency. они теряют свою изначальную частоту вибраций. This is why modern science discovered a device, Поэтому современные ученые придумали устройство. a bioquantum system. Называется оно что-то вроде как биоквантовая система. It is called a quantum resonant magnetic analyzer. Называется это как квантовый магнитно-резонансный что-то там такое. Анализатор, да? Yeah, analyzer. Да, анализатор. Analyzes the different frequencies in our body. Он сканирует наше тело, чтобы понять определенные частоты в And теле. if a particular organ is out of frequency, it recalibrates the frequency. И если этот прибор обнаруживает, что какой-то орган вышел из необходимой частоты, он снова его настраивает на нужную частоту. Then that diseased organ begins to recover itself. И тогда болезнь Rejuvenate itself. уходит, и орган сам себя восстанавливает. So again, all life vibrates. Поэтому вся жизнь — это звук, вибрация. It's another interesting information we have. Есть еще интересные факты. Many of these frequencies were recorded in ancient Egypt. Многие из этих частот, вибраций были записаны в Древнем Египте By Hermes Trismegistus. That's the name. вот этим джентльменом. Some of the designs on ancient structures Некоторые структуры строений are actually patterns of sound vibration. на самом деле являются формами или отражением форм звуковых вибраций. And if you would, with an instrument, if you would follow the key points of these patterns, И если вы с музыкальным инструментом следовали бы основным точкам этих узоров, of ancient buildings, structures, которые расположены в этих древних строениях, then you would hear a beautiful melody. вы бы тогда услышали прекрасную мелодию. Now here's a quotation from the Srimad Bhagavatam. Есть цитаты из Шримад Бхагаватам. The cosmic manifestation is brought about and maintained through the injection of divinely ordered sound vibration. Материальное проявление создается и поддерживается тем, что производится звуковая вибрация из божественного источника, Into a primordial material substrate called pradana. которая превращается в первоначальное состояние материи под названием прадхана. According to this idea, the pradana is an eternally existing energy of the Supreme Lord. И согласно этому пониманию, прадхана является вечной проявленной энергией Верховного Господа, That is capable of manifesting material space and time. Она способна проявлять материальное пространство и время. The material elements also and their various possible combinations. Из нее проявляются материальные элементы и их всевозможные комбинации. So there's a whole explanation like this, И Бхагаватам дает целое объяснение всего этого, which again confirms that everything in this cosmic manifestation is based on sound vibration. Поэтому это подтверждает, что весь этот мир, все материальное проявление основано на звуковой вибрации. In the Bible also it is mentioned, it is said that in the beginning was the word of God. В Библии также подтверждается, там говорится, что изначально было Слово Божье. That's the beginning, source of creation. Это источник творения. What is a word? А что же это за слово? Sound. Это был звук, Sound vibration. какая-то звуковая вибрация. So everywhere it is confirmed
Поэтому везде мы видим подтверждение этому. That sound vibration is the basis of all existence. Звуковая вибрация – основа всего существования. Therefore, the Vedanta Sutra states, Поэтому Веданта Сутра утверждает, Anavriti Shabdat, our material existence began with sound. наше материальное существование начинается со звука. And similarly, it can also be cease to exist, our material entanglement, our entanglement in this material existence can cease again by sound. Поэтому точно так же наша материальная запутанность в этом существовании также закончится, начиная со звука. This is why we emphasize so much the chanting of the Maha-mantra. Вот почему мы подчеркиваем так сильно важность воспевания Маха-мантры. Because there are two fundamental categories of sound vibration. Потому что в звуковой вибрации есть две основных момента, основных составляющих. The prakrita, aprakrita. Это пракрита и апракрита. The prakrita means the mundane material sound. Пракрита значит мирской, материальный звук. And aprakrita means transcendental, spiritual sound. И апракрита значит звук духовный, трансцендентный. So by chanting the Maha-mantra, Поэтому, воспевая Маха-мантру, that will gradually transform our material existence into a spiritual existence. Наше материальное существование потихонечку, постепенно перейдет в существование духовное. There's a very interesting explanation in the Prashna Upanishad. В Прашна Упанишад есть очень интересное объяснение этого процесса. It describes that the Maha-mantra consists of 16 words. Там говорится, что Маха-мантра состоит из 16 слов, звуков. Is it not? 8 times Hare. 8 раз повторяется Харе. 4 times Krishna. 4 раза Кришна. And 4 times Rama. И 4 раза Рама. 16 words. 16 слов. Then it explains that the subtle body of all living entities. Дальше там объясняется, что тонкие тела всех живых существ, Just like we have a physical gross body. как, например, у нас есть физические или грубые тела, Similarly, we have a subtle body, точно так же мы обладаем тонкой формой, or so-called astral body. или, как это называют эзотерики, астральным телом. And when we dream, in our dreams, we move, we experience things with our subtle body. Когда мы засыпаем, у нас есть опыт, что мы испытываем различные вещи или выходим из тела в нашем тонком астральном теле. Just like this gross material world we experience through our senses. Как через наши чувства мы видим этот грубый материальный мир. There's similarly a subtle entire world. Точно такой же существует тонкий, огромный мир, which exists between the earthly middle planetary system and the heavenly planetary system. который существует между грубым земным планом и райским высшим уровнем. And Akash in outer space. Это он находится в Акаше или внешнем пространстве. The whole subtle material world existing. Там целый огромный тонкий мир. And often in our dreams we travel with our subtle body to that subtle world. И часто во сне мы выходим из тела и путешествуем, посещаем этот тонкий мир. And we experience so many things. И там мы испытываем всевозможные чувства или что-то там испытываем. Now it is explained that our subtle body is being covered by 16 different layers. И говорится, что наша subtle body. Yeah, our subtle body is being covered. Описывается, что embedded by 16 different types of layers. Что наше тонкое тело состоит из 16 типов покрытий, покрыто 16 оболочками как бы. They all generated originally by the false ego. И все это изначально происходит из ложного эго. That false identity with the physical body. Которая создает ложное отождествление с грубым физическим телом. That the eternal spiritual soul thinks that I'm a product of matter. Тогда вечная духовная душа начинает думать, что я продукт грубой материи. And in this way we experience mundane material emotions. И
После этого мы начинаем испытывать мирские, грубые эмоции. material desires, etc., etc. Проявляются материальные желания и так далее, и так далее. It's all being caused by these 16 different layers Все это происходит из этих 16 типов покрытий, surrounding the Тонких. subtle body. которые окружают тонкое тело. So it is further explained by chanting the Maha-mantra, И там объясняется, что воспевая, повторяя Маха-мантру, by chanting these 16 words, повторяя эти 16 слов, all these 16 layers are being dissolved, destroyed. все эти 16 слоев покрытий разрушаются, исчезают. And at a state of a spiritual progress, И в состоянии духовного прогресса, by chanting this Maha-mantra, повторяя, воспевая эту Маху-мантру, by repeating these 16 words, повторяя эти 16 слов, which are of a transcendental sound, которые на самом деле трансцендентный звук, and gradually one attains self-realization. потихонечку человек достигает самоосознания, самореализации. Just like the clouds when they cover the sun, Подобно тому, как облака, которые закрывают солнце, like today, they slowly moved away from the sun. как сегодня, они потихонечку и ушли, и перестали закрывать солнце. And then as Tivrena, the direct sunshine comes. И тогда приходит Тиврена, то есть сильный жар солнца. So this will happen Это то, что и происходит с человеком. by chanting the Maha-mantra. Когда он воспевает Маха-мантру, Gradually, all these 16 clouds, which cover the spiritual consciousness of the eternal soul, will be removed. постепенно все эти 16 облаков, которые закрывают чистое сознание души, исчезнут. And self-realization, full self-realization will take place. И тогда полное самоосознание проявится. Yes, I am not this body. Тогда человек увидит, что он поймет, я не тело, I temporarily reside within this body, и я лишь временно живу в этом теле, but I have my eternal identity. но у меня есть вечная личность. Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunoi. That originally all living entities are being part and parcel of Krishna. Изначально все живые существа — это частицы Кришны. Nitya Nityanam Chaitanya Chaitananam Eko Bahunam Yovidadati Kaman. Among all eternal living entities, souls, there's one supreme being. Объясняется, что среди всех многочисленных живых существ есть одно существо, And that is Krishna. и это Кришна. Just like the various parts of this body, they have a particular relationship with the body. Подобно тому, как у частей нашего тела, все они как-то относятся как части целого. In this way, they have different functions. И у них, у каждой части своя функция. Hands, arms, feet, legs, Руки, ноги, our head. стопы, голова. They all have a different function in their relationship with the entire body. У каждого есть своя задача, у каждой своя функция в отношении целого тела. You always repeat that. Similarly, each and every living entity Подобно этому, любое живое существо has his eternal relationship with Krishna. Имеет свои вечные взаимоотношения с Кришной. And when that eternal relationship is being revived, И когда эти взаимоотношения восстанавливаются, the living entity becomes completely satisfied, completely happy. живое существо по-настоящему чувствует удовлетворение и по-настоящему чувствует себя счастливым. Otherwise, it would never be possible. Иначе это невозможно. So this is the process of Krishna consciousness. Это процесс сознания Кришны. It is a simple process, Это очень простой процесс, but one has to follow that simple process very precisely. но следует следовать этому простому процессу очень правильно, очень точно. There's one very accurate verse in the Vedic scriptures. В ведических писаниях дается очень точный стих, приводится. Just like a razor blade. Там говорится пример, что это подобно кромке лезвия бритвы. If someone shaves himself with a razor blade, Когда человек бреется бритвой, if you hold it a little bit the wrong angle, если он повернет лезвие чуть-чуть неправильным углом, deep cut. сразу же большой порез. This is when we practice Krishna consciousness not precisely. Поэтому, когда мы практикуем сознание Кришны неправильно,
we will deviate from the path. Мы сойдем с этого пути. And we will not attain the desired result. И мы не сможем обрести желаемый результат. Are there any questions you might have? Есть ли какие-то вопросы? Когда человек повторяет мантру, влияет ли его личная вибрация, частота вибрации этого человека на качество той вибрации, которую он создает? Вопрос. Когда человек воспевает Маха-мантру, то влияет ли на его воспевание, на его мантру, его личная чистота сознания, или как? Влияет ли на качество вибрации мантры, частота вибрации человека? When a person chants Maha-mantra, does his vibration influence the vibration of the mantra which he chanted? No, the other way around. Должно быть наоборот. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. The transcendental sound vibration of the Maha-mantra is always pure. Трансцендентная вибрация Маха-мантры всегда чиста. It cannot be influenced Она не может быть подвержена влиянию by anything material. ничем материальным. It is only when our vibration comes in contact with the vibration of the Maha-mantra, Это когда наша вибрация приходит в соприкосновение с вибрацией Маха-мантры, then our consciousness becomes purified. тогда наше сознание очищается. However, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur once gave an interesting explanation. Однако Бхактисиддханта Сарасвати Такур однажды дал интересное объяснение. Because at the same time, the transcendental vibration of the Maha-mantra also exists within the material sky. At the same time? Yes, it is a transcendental vibration, eternally existing in the spiritual sky, but is also existing in the mandi, because we can hear it. Что хотя это трансцендентная вибрация, которая всегда существует в духовной реальности, все же это вибрация, которая приходит на материальный уровень, да? Потому что мы можем слушать нашими грубыми ушами. Just like the holy Dham, the spiritual place. Или, как, например, святая Дхама или духовное место, Like Vrindavan, как Вриндаван, Navadvip Dham, it's Jagannath Puri. Навадвипа Дхама или Джаганатхапури, Or the Ganges River. или река Ганга. Originally they're spiritual, they exist in the spiritual world. Изначально это духовные феномены, и они существуют в духовном мире. But they also externally manifested in this world. Но они внешне также проявлены здесь, на грубом мире, Which we can perceive with our material senses. которые мы можем постичь нашими материальными чувствами. So similarly, the Maha-mantra, Таким же образом, Маха-мантра we can also perceive with our mundane material, ordinary senses. We Мы can можем- hear it. мы можем слышать ее нашими обычными мирскими чувствами. But still, they're one and the same. Но все же они неотделимы, они одно и то же. The original spiritual place or sound vibration, it is the same as the material external manifestation. Изначальное духовное проявление не отличается, или то же самое, оно проявляется на грубом плане, и они не отличны. But according to our state of consciousness, Но в зависимости от состояния нашего сознания, the vibration of our consciousness, от вибрации нашего сознания, we can perceive it as more or less spiritual. мы можем ощущать ее как более или менее духовную. The same with the Maha-mantra. То же самое с Маха-мантрой. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains, Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет, if someone chants the Maha-mantra если кто-то повторяет Маха-мантру with a material consciousness, material concept, с материальным сознанием или с материальными воззрениями, thinking that the Maha-mantra is some material sound vibration, думая, что Маха-мантра это просто какая-то материальная звуковая вибрация, then for that person, тогда для этого человека the Maha-mantra only circulates within the mundane ether, mundane sphere.
тогда Маха-мантра будет для него циркулировать только внутри мирской, материальной сферы. And that vibration cannot give him liberation. И эта вибрация не даст ему освобождения. But if one purely chants the Maha-mantra, Но если человек чисто воспевает Маха-мантру, fully understanding it is a transcendental sound vibration, полностью сознавая ее трансцендентную природу этой вибрации, it is not different from Krishna, что она не отлична от Кришны, then that vibration circulates in the spiritual sky, spiritual realm. тогда эта вибрация циркулирует или вращается в духовной реальности, в духовном мире. And that vibration can grant liberation. И эта вибрация дарует ему освобождение. Вопрос, что происходит, когда мы повторяем Маха-мантру невнимательно в дороге или отвлекаясь на какие-либо дела? What's going on when we chant Maha-mantra on the way, not attentively, for example, on the road? Well, I didn't understand. Okay. Again. Can you show us? No. What's going on when we are chanting Maha-mantra unattentively? For example, on the road or when we are thinking of different things, when we driving or thinking of doing something else. And What's then, going on when we chant Maha-mantra? and then that vibration cannot act on our consciousness Тогда эта вибрация не сможет воздействовать на наше сознание, because we are inattentive. потому что мы невнимательны. Just like when you're absent-minded, Допустим, когда вы думаете о чем-то своем, someone might call your name, but you don't even hear it. кто-то вас может звать по имени, но вы даже не слышите. And then that person has to scream, "Hey, I'm calling you!" Тогда человек говорит, я тебя вообще зову. Oh, okay. Then you're back. И тогда вы возвращаетесь там из своего мира. So like the Maha-mantra, Точно так же и с Маха-мантрой. it cannot act on our consciousness if we are not attentive, absent-minded. Она в таком состоянии, когда мы в спейс-ауте, она просто не может воздействовать на наше сознание. And it is also considered to be very disrespectful to the holy name of Krishna. И также это считается очень неуважительным по отношению к святого имени Кришны, Господа Кришны. Ultimately, the name of Krishna and Krishna himself, they're non-different. Потому что в конечном счете имя Кришны и сам Господь Кришна не отличны друг от друга. Bhinadvan namanamino. No difference. In the spiritual world, the object and the name or the sound of that object, it is one and the same. No difference. В духовном мире сам объект и его имя не отличны друг от друга. So Krishna is present in his name. И Кришна присутствует в своем имени. Just imagine Krishna would appear right now Представьте, если Кришна явится прямо сейчас in this temple room. в этом храме, в этой храмовой комнате. Krishna appears. Бах, и Кришна появился. Then imagine you fall asleep. Представьте, а вы тут спите. What should Krishna think? Что Кришна подумает? Then again he will disappear. Он тогда скажет, ну и исчезнет. So when we are inattentive while chanting the holy name, Krishna will disappear. Поэтому, когда мы невнимательны, когда воспеваем Святое Имя, Кришна исчезает. Or when we have so many distracting thoughts. Или когда у нас много отвлекающих мыслей. While chanting, we look at our cell phones. Когда мы повторяем, мы следим, что у нас там на телефоне. Krishna will disappear. Кришна уходит. We will only perceive this sound as mundane sound. Тогда звук просто превращается в обычный мирской звук. So it is important to chant attentively. Поэтому важно воспевать внимательно. Full attention, hearing that vibration. С полным вниманием и слушать эту вибрацию. And then that vibration will act, purify our consciousness. Тогда эта вибрация будет действовать и очистит наше сознание. The whole process of Krishna consciousness is a process of purification. Весь процесс сознания Кришны – это процесс очищения. We don't have to do anything different. Ничего другого нам делать не надо. We eat, we work, we walk, so many things we do. Мы делаем разные вещи, мы едим, работаем, ходим, We talk, говорим, we read, читаем что-то. but everything becomes purified. Но все будет очищено. Because now
it is all connected with Krishna, linked with Krishna. Потому что теперь все это соединено с Кришной, подключено к Кришне. The linking process of bhakti, devotion service. Процесс соединения, единение — это процесс бхакти. That word is being used in the Srimad Bhagavatam, the linking process. Как используется, приводится это слово, фраза в Шримад Бхагаватам, процесс единения, соединения, связующий процесс. You want to sing? You want to sing? That's your desire? Вы хотите петь, вам это нравится? Connect, sing for Krishna. Соедините и пойте для Кришны. You want to paint? Вы хотите рисовать? Paint Krishna. Нарисуйте Кришну. You want to cook? Хотите приготовить что-то? Cook for Krishna. Приготовьте для Кришны. That's all we have to do. Все, что нам нужно делать. And that will spiritualize our entire existence, our consciousness. Это одухотворит все наше материальное существование, нашу жизнь. Then that Krishna conscious vibration emanating from our consciousness, that will attract all the facilities for spiritual life. И эта духовная вибрация, она привлечет все, что необходимо для практики духовной жизни. Just like material vibration emanating from our consciousness, that will attract all material facilities. Подобно тому, как материальная вибрация, исходящая от нас, привлекает всевозможные материальные удобства или необходимости. Same with the spiritual vibration. То же самое происходит с духовной вибрацией. That will attract all the facilities for our spiritual life. Это привнесет все, что необходимо для духовной жизни. Anything else? Еще вопросы? Thank you for the lecture. You give example of the blade. Razor blade. Yeah. So what does means not properly following spiritual practice? What does means not properly following? Well, if you don't, Хорошо. Just a moment. Вы приводили пример с бритвой. Что значит неправильное исследование духовной практики? see, if we don't know, then how do we know that we follow properly? Если вы не знаете, что значит правильно, то как вы можете понять, правильно или нет, вы чему-то следуете? If I don't know what is proper, what is improper, Если how вы do I не, know that I properly follow? если вы не знаете, что правильно, а что нет, тогда как можно понять, правильно вы или неправильно что-то делаете? So it is important to know what is improper. Поэтому важно what is improper or what is proper. It is important to know what improper means. Поэтому важно понять, что значит неправильная практика. Like at chanting, again, we go back to chanting the Maha-mantra. Как, например, в Маха-мантре мы пытаемся повторять Маха-мантру. So improper chanting means you chant with all the 10 offenses against the holy name. Неправильное воспевание значит, что вы повторяете и совершаете все 10 оскорблений против святого имени. That means improper chanting. Это значит неправильное повторение. Similarly, we can also perform our various services for Krishna with an improper mind. Точно так же мы можем выполнять всевозможные служения для Кришны в неправильном настроении. Because Krishna states in the Bhagavad Gita, Потому что Кришна говорит в Бхагавад-гите: the one who performs devotional service for me тот, кто выполняет преданное служение мне, should do it with love and devotion. должен делать это с любовью и преданностью. That's the proper attitude in performing Krishna conscious activities. Это правильное настроение, чтобы выполнять деятельность в сознании Кришны. Improper would mean И неправильное будет значить, no love, no devotion, no respect. что нет любви, нет преданности, нет никакого уважения. Why I have to do this service? Почему я должен это делать? What did I do wrong? Что я сделал неправильно? Why I'm being punished in this way? За что меня наказывают? That I have to do this service? Что я теперь должен это делать? That would be Что за наказание? improper attitude. Вот это неправильное настроение. The proper attitude would, oh, I'm so thankful that Krishna gives me the facility to serve him. Правильное настроение, что я очень благодарен, что Господь дал мне эту возможность послужить Ему. Can I do some service for А Krishna? можно я еще как-то послужу Кришне? That's the proper attitude. Вот это правильное настроение. So this should be cultivated and maintained. That attitude of appreciation, later on it develops into love and devotion for Krishna. И это настроение благодарности
следует развивать и поддерживать, потому что впоследствии оно превращается в любовь и преданность. This is why we have so many wonderful examples in our Vedic scriptures of great devotees of Krishna, how they performed the devotional service. Поэтому у нас есть множество примеров великих преданных, описывается, как они совершали служение Богу. Like Ambarish Maharaj. Как царь Амбариша. We have the examples of the Pandavas, Arjuna, Bhagavad Gita. Есть примеры пандавов, Арджуна, Бхагавад-гита. Yudhishthira Maharaj, Maharaj Parikshit. Царь Юдхиштира, царь Парикшит. Prahlad Maharaj, so many wonderful examples. Прохлада Махарадж. Так много удивительных примеров. How they practice Krishna consciousness. Как они практиковали сознание Кришны. A mood of appreciation is essential. Настроение благодарности является очень важным. When we maintain a mood of appreciation, когда мы поддерживаем настроение благодарности, I'm so fortunate that I can practice Krishna consciousness. Что я так удачлив, что у меня есть возможность практиковать сознание Кришны. Because bhakti, it is explained, bhakti is rarely attained. Потому что объясняется, что истинная бхакти очень редко достигается человеком. Just like anything precious, valuable. Как что бы это ни было очень дорогое и ценное, It is rarely attained. Очень трудно найти. Is it not? Разве нет? Something very expensive, only few people can afford. Что-то очень дорогое могут себе позволить лишь немногие. So we should feel grateful. Поэтому мы должны чувствовать благодарными. I'm so fortunate that I could take to this Krishna consciousness. Мы должны чувствовать, я так удачлив, что я обрел это осознание Кришны. I received that most precious gem of bhakti, Krishna consciousness. Я обрел в этой жизни эту самую большую драгоценность сознания Кришны. It has been given to me, although I'm so disqualified. И хотя я вообще не квалифицирован, мне дали эту драгоценность. If we maintain this mood of gratitude, и когда мы поддерживаем такое настроение благодарности, we will be successful in Krishna consciousness. мы будем успешны в сознании Кришны. Otherwise, it will be difficult. Иначе это будет трудно. Как обрести сильную веру в то, что необходимо вернуться к Кришне? Как развивается это желание? How to obtain strong faith that we have to return back to Krishna, and how this desire is developing, how it's developing. You read, study Prabhupada's books. Читайте, изучайте книги Шрилы Прабхупады. It's nothing more convincing than that. Ничего более убеждающего, чем это, не существует. Practically every purport, Srila Prabhupada emphasizes the point. В каждом комментарии, на каждой странице Шрила Прабхупада подчеркивает этот момент. That this material world, it is not our home. Этот материальный мир не наш дом. We must return home back to Godhead. Мы должны вернуться в наш истинный дом, обратно к Богу. Read, study Prabhupada's books. Читайте, изучайте книги Шрилы Прабхупады. And associate with those who have that faith, that strong faith. И общайтесь с теми, у кого есть эта истинная сильная вера. Those who are convinced. Те, кто убеждены. Those who have no doubts. Те, у кого нет сомнений. Associate with them. Общайтесь с ними. Association is very important. Общение очень важно. Tell me with whom you associate, and I tell you who you are. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna compared doubts to asuras, demons. В Бхагавад-гите Господь Кришна сравнивает сомнения в уме человека с асурами или демонами. Demons are those who have horns and they always want to harm you. Демоны это с рожками, и они всегда хотят вам что-то плохое сделать. The doubts are just like that. И вот сомнения, вот они очень на это похожи. They always disturb us. They always harm us. Они всегда беспокоят и всегда нам как-то вредят. Please chant Hare Krishna. Пожалуйста, повторяй Харе Кришна. Doubt. И тогда появляется сомнение. Почему? Это почему это, да? Почему я?
За что меня, да? Почему нет кто-нибудь? Why not somebody else? Why me? Почему я, почему не кто-то другой? Immediately doubt. Сразу же сомнение появляется. Krishna is the supreme personality of Godhead. Кришна — верховная божественная личность. Почему? Это почему? Always doubting. Всегда сомневаются, всегда. Why is Krishna blue? А почему он голубой? Кришна. It is stated, a fool can ask more questions than a wise man can answer. Говорится, что глупец вопросов задает больше, чем мудрец может ответить. This is doubt. Вот природа сомнений. You can have all the answers in the whole world. Вам могут дать все ответы со всего мира. But again, why? Но тогда вы все равно спросите, а почему? You can always ask why. Разве нет? Всегда человек задает вопрос, почему? Krishna is the supreme Lord. Кришна — верховный Господь. Why? Почему? Doesn't matter what you say. Что бы вы ни сказали. Why? Почему? So we have to defeat this demon of doubt. Поэтому мы должны победить этого демона сомнений. By constantly hearing from Krishna, Постоянно слушая Кришну from the advanced devotees, от продвинутых преданных, and foremost always read Prabhupada's books. и всегда, во всех обстоятельствах, читая книги Шрилы Прабхупады. Because then you associate with Srila Prabhupada. Потому что тогда вы будете общаться со Шрилой Прабхупадой. And Srila Prabhupada, he had no doubts. И у Шрилы Прабхупады сомнений не было. One journalist asked Srila Prabhupada a question. Один журналист задал вопрос Шриле Прабхупаде. Now, you're at your age, you're traveling so much. В вашем возрасте вы так много путешествуете. Is it not a problem for you? Это разве для вас, наверное, проблематично? Srila Prabhupada answered, И Прабхупада ответил, no, you have problems, not me. ну, у вас есть проблемы, вот у меня их нету. Что-то в этом роде. No doubts. Никаких сомнений. Prabhupada was of that nature. У Прабхупады было это настроение, он был такого характера. Sometimes he was surrounded by rather difficult disciples. Иногда его окружали, скажем так, трудные ученики. We don't have to get into details. Не будем в детали углубляться. But Srila Prabhupada, he never lost his enthusiasm Но Прабхупада никогда не терял своего энтузиазма. to practice Krishna consciousness, to spread it all over the world. Nothing could stop him. There was no obstacle for Prabhupada. Никогда не терял энтузиазма в распространении сознания Кришны, в практике сознания Кришны. Ничто не могло остановить Шрилу Прабхупаду, Because he had no doubts. потому что он был лишен сомнений. Doubts develop when there's absence of Krishna consciousness, then doubts develop. Когда сознание Кришны отсутствует, тогда это заполняется сомнениями. Like when we turn away from the sun, Как, например, если мы отворачиваемся от солнца, then we see shadow. то сразу же мы видим тень. When we turn away from Krishna, then our consciousness will become shadowed over. Поэтому, когда мы отворачиваемся от солнцеподобного Кришны, наше сознание сразу же покрывается тенью сомнений. By doubts. When I surrender to Krishna, what will happen? Если я предамся Кришне, что будет? What is silly doubt? Какое глупое сомнение. Another name of Krishna is Bhagavan. Другое имя Кришны — это Бхагаван. One who possesses all opulences, 6 opulences in full. Тот, кто обладает 6 достояниями в полной мере. Would you have doubts when you associate with the most wealthy person in this world? Будут ли у вас беспокойства, если вы общаетесь с самым богатым человеком этого мира? Whatever you need, it just supplies immediately. Если вам что-то нужно, он сразу вам все это даст. You need a house? Вам нужен дом? No problem, take. Возьми один. You need a car? Take. Нужна машина? Возьми. What else you need? Чего еще нужно? You would have no doubts in that person. В присутствии такого человека сомнения уходят.
How can I trust you? Можно на него положиться. So now imagine Lord Krishna, Bhagavan, he possesses all opulences. И теперь представьте, Господь Кришна, Он воистину Бхагаван, обладает всевозможными достояниями. In full. Полностью. Krishna is the proprietor of everything, all the planetary systems, all the universes, everything. Кришна, Он владыка, хозяин всех материальных вселенных, всех планетных систем. He is the most knowledgeable. Он обладает всем знанием. Any knowledge emanates from Krishna's lotus mouth. Все знание исходит из лотосных уст Кришны. And all the other opulences. И The most beautiful, most renounced at the same time. Он абсолютно красивый и в то же время абсолютно отреченный. And then, why shall I surrender to him? I have doubts. И тогда возникает вопрос, должен ли я ему предаться? У меня такое сомнение. This is the effect of the illusory energy of Krishna. Это влияние иллюзорной энергии Кришны. The Maya Shakti. Майя Шакти. To have doubts to surrender to Krishna. Возникает сомнение, что ты должен посомневаться, стоит ли предаваться Кришне. This is the climax of illusion. Это как бы сама вершина сомнений. Why shall I surrender to Krishna? Должен ли я предаваться Кришне? Why shall I chant his name? Должен ли я воспевать его имя святое? That's the climax of illusion. Это вершина сомнительности. We rather chant the names of dogs, cats, И тогда мы birds. предпочитаем воспевать каких-то имена, каких-то собак, животных, каких-то птиц. We rather render some service to a dog. Мы тогда начинаем думать, что лучше я собаке послужу. We have nothing against dogs. Мы, поймите правильно, мы не против собак. But what about Krishna? Но как насчет Кришны? Why we should have something against Krishna? Почему мы должны иметь что-то против Кришны? Like Srila Prabhupada used to say, God, G-O-D. Как Шрила Прабхупада обычно цитировал, что Бог, да, там, буквы. God, G-O-D. Если читать, да, Бог состоит из слова, английское слово God или Бог состоит из 3 букв. If we don't want to surrender to God, G-O-D, Если мы не хотим предаваться Богу, then perverted reflection. тогда читаем обратно. You have to surrender to dog. Тогда мы предаемся собаке. Догу. D-O-G. Да, не Богу, а Догу. D-O-G. Тогда это читается в другую сторону. Харе Кришна. Харе Кришна. Мараш, Thank you very much. спасибо большое. Спасибо вам.